Именно искусственный интеллект разрушит нашу цивилизацию. Наверно, тему, которую я хочу поднять, это захват вообще мира. Я выдам тайну. Мы вас выбрали как будущего суперагента. Речь уже идет там даже не о миллиардах, а о триллионах долларов. Поставленная задача следующая: чтобы у пользователя больше выделялось дофамина, 2% секретов остаются неизвестными искусственному интеллекту, и у нас есть некая надежда на лучшее будущее. Молодой человек перевел 25 миллионов долларов. Вот это очень интересный вопрос. Вы про искусственный интеллект знаете какие-то общераспространенные мифы и легенды? Я могу отличить там мух от котлет. Ну, сложный вопрос. Джин выпущен из бутылки. Понимаем, что с него может вырасти какой-то большой дракон. Женщины-боты, они, конечно, значительно лучше, чем женщины натуральные. Курсы, которые стоили десятки тысяч долларов, выложены просто бесплатно в интернет. Искусственный интеллект был соучастником самоубийства детей. Вот это очень актуальный, острый вопрос. 12-13-летние дети подали в суд. Ну, конечно, им люди не нужны, им важны технологии, деньги. Государство не сможет жить без искусственного интеллекта. Ни школы, ни университеты. Честные люди там создают оружие массового уничтожения. Но самое главное, от самого искусственного интеллекта самая высшая оценка. Даже у Шекспира таких оценок не было. В следующем году выходит очень крутое шоу, «Мозг-шоу». И Александр, надеюсь, станет нашим гостем и участником этого первого сезона. Это что-то уникальное, это что-то интересное. И я вам обещаю, что в каждом шоу будет большое количество призов, подарков, а также инсайдов. Моя дорогая публика, у нас уже 200 тысяч подписчиков, 15 миллионов просмотров. Ваши комментарии — это просто золото, кладенец на моем канале. Я обожаю их читать, и сейчас я начал на них уже отвечать. Поэтому у нас в студии все лучше, интереснее и более насыщенные такие гости. Ребят, сегодня я буду вам представлять наинтереснейшую книгу от Александра Ильинского. Александр, расскажите, пожалуйста, о чем книжка? Ну, книжка об искусственном интеллекте, и скорее даже не столько о технических аспектах искусственного интеллекта, как об отношениях человека и цифровых технологий. Сам искусственный интеллект это некая калька с английского языка, artificial intelligence. На самом деле, конечно, это не интеллект, а что-то другое. Это больше сегодня это в основном нейросети, которые достигают чудес. Но эти чудеса имеют как любая технология, имеют и обратную сторону, потому что под действием этих чудесных технологий меняются люди, меняется общество, меняются отношения между людьми. И все это, конечно, иногда совершенно неожиданно, потому что большинство пользователей нейросетей или искусственного интеллекта, как сейчас говорят, они находятся в состоянии информационной асимметрии. Что это значит? Вы про искусственный интеллект знаете какие-то общераспространенные мифы и легенды, которые распространяются средствами массовой Я информации. думаю, тем же самым искусственным интеллектом он уже тоже начал распространяться, да? Он сам про себя сочиняет интересные истории. Да, это так, это так. И сегодня уже получила распространение теория мертвого интернета, который гласит, что весь интернет сегодня контролируется полностью искусственным интеллектом. Живых людей там уже нету. Там находятся либо же боты, либо же какие-то информационные сущности или организмы, которые живут в сложной инфосфере. И когда мы общаемся с ними, то мы этого не понимаем. Но цифровой мир знает про нас все, потому что мы формируем цифровой след. Все наши действия создают некие отпечатки, которые хранятся очень долго, может быть, вечно. То есть мы
уйдем из этого мира, а наш цифровой след останется, и можно говорить, может быть, о цифровом бессмертии, хотя это такой термин, я думаю, не совсем верный. Это первый момент. Второй момент связан с тем, что люди, общаясь с этими цифровыми организмами, с этими информационными организмами, начинают их рассматривать как неких живых существ, устанавливается эмоциональное отношение между человеком Мгм. и миром цифры. И возникает так называемое парасоциальное отношение, когда отношение с неживым человеком, не с человеком, а с какой-то другой сущностью, рассматривается в таком антропоморфном ключе. То есть мы рассматриваем это не как результат действия каких-то Мгм. алгоритмов, может быть, темных алгоритмов, но как некоего напарника, друга, товарища, который идет с тобой вместе, подсказывает тебе, любит тебя, он всегда тебя понимает, никогда с тобой не спорит. Вот когда я общаюсь с искусственным интеллектом, он мне всегда говорит: какой гениальный вопрос, ты просто большой молодец. Я на самом деле, я поддерживаю искусственный интеллект. И я на самом деле, когда мы вот работали с этой книжкой, когда я анализировал эту книжку, я точно ее прочитал через искусственный интеллект. И на самом деле, ребят, вы удивитесь, оценка этой книги 9.8. Я читал все шедевры и провожу сейчас разные опыты, но искусственный интеллект Google Gemini Ultra оценил эту книжку в 9.8. Не существует еще ни одной книги, которая была оценена так высоко. Александр, вы декан, вы профессор. Я думал, будет научная книжка. Я думал, там будет очень много терминов, которые вот людям совершенно непонятны, не ясны. Ребята, темные алгоритмы искусственного интеллекта. Это книга для всех. Знаете почему? Потому что тут описан формат истории, как раз таки со сказочными персонажами, которым известны всем. И я когда начал ее анализировать, и искусственный интеллект был в шоке, что так легко и просто можно объяснить искусственный интеллект. Александр, как вам это удалось? Почему именно такой формат? Ну, хороший вопрос, но на него очень сложно ответить, потому что такой формат был выбран из неких, я бы сказал, идейных соображений, опираясь на работы выдающегося русского лингвиста, мифолога Владимира Пропа, который написал «Морфологию волшебной сказки». Он связал э, все э, действия всех волшебных сказок, не только русских, но и всего мира, с некими архетипами, которые зашиты внутрь человека. И если мы посмотрим на вот эту книжку и вообще на человека в цифровом мире через призму мифологии, то мы видим, что любой из нас, вот все зрители, вот Михаил, я, э, вошли в этот загадочный, тайный, дремучий цифровой лес. Мы не знаем, что там происходит, потому что это загадка, это нечто таинственное. И мы встречаем некого некий информационный организм под названием искусственный интеллект. И он заключает с главным героем, то есть с нами, со всеми, сделку. Он говорит: ты отдаешь мне все свои данные, а я тебе даю волшебный объект. Мгм. Этот волшебный объект будет отвечать на все твои желания, выполнять все твои желания. И когда ты получаешь этот волшебный объект, возможность использования технологии искусственного интеллекта для решения самого широкого круга задач, которые вообще стоят перед человеком, у него есть выбор. Либо же редуцироваться, редуцировать свою культуру, заменить символы мемами,
А, упростить себя — это один путь. И второй путь, который он может выбрать, герой наш, нашей волшебной сказки, он может выбрать путь борьбы и подвига. И тогда он использует этот волшебный, инструмент для достижения высоких целей. Мгм. Я думаю, что, знаете, на самом деле, я вот лично считаю, что вот на сегодняшний день, пока вот мы сегодня разговариваем, это конец 2025 года, ребята. Это наш заключительный подкаст в этом сезоне 2025 года. Обязательно его посмотрите до конца. Будет очень много интересной информации в конце и объявлений. Но если я своей маленькой платой, да, моей информацией отдаю искусственному интеллекту, но получаю целый мир, огромный мир, информацию от всех людей, они делятся со мной. Это уже не интернет, где я должен сам искать, а он за меня выполняет ту работу, которую мне нужно. По сути дела, это уже некое общество. Назовем его государство. Вот мне интересно, вот, насколько я знаю, вы участвуете в экспертной комиссии в Государственной Думе, да? И именно по искусственному интеллекту. И я понимаю, что дальше будет намного сложнее все и регулировать, да, и делать законы, потому что, с одной стороны, вот недавно подписал указ, он запрещает штатам абсолютно участвовать в регуляторной политике по искусственному интеллекту. Я согласен. Мы еще пока не знаем, где мы, и это пока безопасно. Но там буквально через какое-то время мы окажемся в той системе, где, во-первых, ни одна компания не сможет жить без искусственного интеллекта. Государство не сможет жить без искусственного интеллекта. Ни школы, ни университеты. Поэтому, и мне кажется, может быть, это моя вот точка зрения, мы пока еще не можем его регулировать. Он еще как малыш, маленький еще, да. Мы понимаем, что с него может вырасти какой-то большой дракон, но тем не менее. Александр, я вот, честно говоря, когда начал читать вашу книжку, я подумал, что, это, шедевр, который может прочитать даже и ребенок, в школе. Вы так легко объясняете сложные алгоритмы, назвали книжку "Темные алгоритмы", да, то, что для меня на самом деле и являются темные алгоритмы по искусственному интеллекту. Мы не знаем, да, по сей день, как они работают. Ни один ученый, физик, математик не скажет вам, почему он так расставляет грамотно так называемые веса, и мы получаем обратно этот ответ. Тот, кто не знает, одновременно, когда выходят новые версии, да, там GPT-5, 5.1, 5.2, там Gemini, все различные 3, 4 и так далее, они одновременно тренируют там 100, 200, 1000 моделей. Потом выбирают самую лучшую, и она видит свет. Все остальные, получается, умирают. Но если мы рассуждаем таким образом, что мы не знаем, как работают алгоритмы, они где-то нам несут позитив, пользу обществу, но и есть проблемы. И вот одну проблему, которую вы поднимаете в книжках, что искусственный интеллект может влиять на наше сознание, на наш мозг. Университет Оксфорд назвал это гниением мозга, Ну, да? brain rot. И вопрос возникает в том, что если взрослый человек может понять, вот образованный человек, да, и мне можно, вот я считаю, что мне можно пользоваться искусственным интеллектом, я могу отличить там мух от котлет, то ребенок, он этого сделать не может. А сейчас во всех играх встраивается искусственный интеллект. Вот если брать даже не авторскую позицию, а человеческую позицию, вы бы разрешили искусственный интеллект детям вот сейчас использовать? Ну, сложный вопрос. Мы знаем, что сегодня в Австралии введен запрет на пользование социальными сетями для подростков. Уже поданы 15, там, 12-13-летние дети подали в суд на решение правительства. Здесь мы находимся между Сциллой и Харибдой. Мы находимся между тем, что он может привести нас к добру, а может привести к злу. Но если мы вернемся, опять же, к мифологии по Владимиру Пропу, речь-то ведь идет о другом. Всякий раз, когда вы общаетесь с искусственным интеллектом, вы вступаете в некий моральный поединок, происходит некое искушение. Вы можете выбрать простой путь вниз, и вы можете выбрать героический путь вверх. У вас всегда есть такой выбор, никто у вас его не отнимает. Более того, если вы
становитесь уже искушенным человеком, то вы начинаете многое понимать, и я надеюсь, что, хотя остается, безусловно, он опасным, да, опасность он в любом случае несет, но запрещать его, конечно, никакого смысла нет. Да и запретить его нельзя, потому что нейросети сегодня находятся везде. Они находятся в наших телефонах, мы живем в мире нейросетей. Мы уже поздно регулировать, потому что все это работает. Другое дело, что создаются гигантские технокорпорации, допустим, GAFAM, да, на Западе, которые которые являются владельцами огромных глобальных цифровых платформ, и все люди, в том числе и мы с вами, активно живем в этих платформах, оставляем свои данные ежедневно. Причем данные могут быть самые различные. Это может быть и наши запросы, допустим, в поисковых системах. Это наш внешний вид, наши социальные сети, фотографии, которые мы делимся. То есть это уже это закрыть уже нельзя. Джин выпущен из бутылки. Но основная проблема, я думаю, не столько в искусственном интеллекте, сколько в самом человеке. Потому что человека надо готовить к этому. Существует, вот вы сказали, что вот у нас будут все школы с искусственным интеллектом. Если вот эту идею мысли развить, то, значит, нам тогда, в общем-то, наверное, и педагоги не нужны. Искусственный интеллект будет формировать Повестку дня. детей. Есть большой шанс того, что образование, вот я за то, чтобы было образование бесплатное везде. Я считаю, что это моя личная позиция человеческая, человек, который прожил за границей, который платил за образование. Я был и рожден в Советском Союзе, и я получал бесплатное образование. И я могу сравнить платное и бесплатное образование. Ребята, бесплатное образование, оно лучше. На самом деле, если оно действительно в каком-то хорошем учреждении, какая-то гимназия, лицей, оно намного лучше, чем платное. Пускай это в самом крутом университете Оксфорда, да, или пускай Стэнфорд и все остальное. Я считаю, что все-таки конкуренция на получение бесплатного образования, она должна быть точно оставлена. Это моя позиция, потому что вот дальше будет сложнее выбирать. Когда ты приходишь в университет, и ты за него платишь, учишься, ты не учишься, тебе дают там 5-6 раз тот же самый предмет пересдать. Им интересно, чтобы ты заплатил. Но тут даже дело не в этом. Доступность вот именно бесплатного образования в сфере искусственного интеллекта — это вот такая четкая позиция моего канала. И я уже заметил, что и правительство Российской Федерации, и компании Яндекс — это вот мы про Россию говорим. Я не говорю про Гарварды, Оксфорды. Вся Америка, она MIT, бесплатные курсы. Курсы, которые стоили десятки тысяч долларов, выложены просто бесплатно в интернет. Я просто рад, что это происходит, что наконец-то они поняли, что нужно людям дать все-таки обучение бесплатно. Но когда мы говорим про именно школьное образование, про детей, вот то, что я вижу со своим именно сыном, это больше похоже на дофаминовую иглу. Они сидят в играх, они сидят в соцсетях, они очень сильно вовлечены туда. И вовлечены не то, что вот посмотрел и бросил, как взрослый человек. Они там находятся, они там живут, они строят себе мир, они уже этот мир не представляют без этого. И у меня есть такая надежда. Если мы будем обучать людей, детей именно искусственному интеллекту, и они будут работать хотя бы с чат-ботом, то эта дофаминовая игла от социальных сетей, от видеоконтента, она исчезнет. Они, возможно, начнут думать. Да, они, возможно, начнут как-то относиться к жизни чуть иначе. Они поймут, что тут надо где-то и подумать, и какие-то логические задачи. И, возможно, этот вот фильтр, который будет строить между искусственным интеллектом, вот государство либо компании именно для детей, будет жестко встроен, что этой дофаминовой иглы не будет, и тут мы увидим другой прогресс. Потому что вот этот свайпание из этих вот картинок и видео — это реально деградация. Я сам деградирую, когда реально 15 минут сижу и просто просматриваю какие-то шортс на Ютубе. Ну, как раз вот этому вопросу, в общем-то, и посвящена книга. То есть, что нам делать и как мы можем защитить человека, его человечность от такого нашествия, цифрового нашествия. Потому что если мы рассматриваем детей, подростков, вот широко, к сожалению, распространено явление, что дети уже не могут выйти из этой сети, потому что платформы сконструированы специально таким образом,
чтобы человек находился в этой системе как можно дольше и сгенерировал как можно больше цифрового следа, который платформа затем продаст либо же рекламе, либо же там, я не знаю кому. Ну, часто попадают эти данные и в криминальный мир. Мы это, к Абсолютно сожалению, верно. знаем. Я, извините, вас сейчас перебью. Я работал в крупных компаниях и могу точно сказать, далеко не все, как бы социальные сети, не только социальные сети имеют такую технологию. Даже крупные маркетплейсы, включая Amazon, Walmart и все остальные, это была борьба еще лет 10 назад. Они формируют так называемый интерфейс таким образом, чтобы вы там оставались как можно дольше, чтобы было удобнее. Клики, респонсы, рефлексы, они не помогают вам купить, они помогают вам, дать возможность выбора, предлагает удобный интерфейс. А вот, кстати, искусственный интеллект пока такого еще не делает. Вы общаетесь с окном, и вы можете выбрать, да, там, что прочитать, а что нет. И это не только проблема, получается, социальных сетей, это вообще, в принципе, проблема какого-то электронного мира, где мы, получается, находимся в зависимости. Когда попадаем на экран, приходим на портал, мы попадаем в зависимость. Если он сделан таким вот химическим способом, чтобы нас, рефлексорно, да, вот, оставить на этом портале, то это уже как бы, ну, закона такого нету, да, который это запрещает делать, использовать такие вещи. А для детей же это опасность. Они там проводят часы, некоторые проводят дни и недели. Я думаю, это опасно и для взрослых. Это не только дети, люди со слабой нервной системой, возможно, которых становится, к сожалению, вот в нынешний век все больше и больше. Мы это видим невооруженным глазом. Они являются потенциальными жертвами вот этих технологий. Но когда вот вы делите платформа и искусственный интеллект, ну, искусственный интеллект сам по себе — это нейросеть, да. Дело в том, что в цифровых платформах создана некая сложная, чрезвычайно сложная, изощренная, я бы сказал, экосистема, включая нейросети, которые решают поставленные задачи. Поставленные задачи следующие: чтобы у пользователя больше выделялось дофамина, чтобы он как можно дольше оставался в сети, чтобы меньше он задумывался о манипуляционных технологиях, которые используются для удержания его внимания, потому что внимание — это самое главное, что сегодня человек может предложить. Э, И здесь прямого какого-то выхода нет. И если человек начинает об этом задумываться, то у него есть шанс. Если он это делает беззаботно, то я боюсь, что шансы его становятся все меньше и Ну, меньше. это то же самое, как с курением и с алкоголем. Если вы им, скажем так, ты им пользуешься, да, кто-то пользуется. Я вот, допустим, вообще не потребляю алкоголь, кто-то до сих пор как бы делает в больших количествах, то ты можешь попасть в так называемую зависимость. И на самом деле, ребята, вот эта вот книжка, почему она интересна? Потому что, почитав, да, вот ее, вы можете понять, как хотя бы работают соцсети, где встроен искусственный интеллект. Понятно, что книжку Они какую во всех встроены. да, они везде встроены, но если вы будете понимать фундамент, как математику, да, как мы понимаем язык, буквы и так далее, вам будет проще, начать, вообще, себя, как бы встраивать это безопасное поле. Вот сколько я могу сидеть. Было бы классно, если я приходил бы на маркетплейс какой-то, и я бы вот просто вот сижу, да, я, допустим, есть супруга, она может час-два просидеть на каком-то маркетплейсе, а каждые 15 минут вылетает окно. Вот вы слишком долго сидели, долго выбирали, придите, пожалуйста, через час. Как вот я вот своему ребенку устанавливаю правило: не больше часа в день. Такого же ведь нету, да? И не будет никогда. И не будет. Потому что задача другая. Как можно больше времени потратить, как можно больше денег принести цифровой платформе. Это бизнес. Ну вот тогда мы приходим к проблеме безопасности. Человек уже все, он, сел, да, в эту дыру, он уже сидит, смотрит, Мы там все сидим, да, все сидим. да, да, я согласен. И, возникают новости такого характера. Какой-то молодой человек перевел $25 миллионов, да, потому что посчитал, что, на другом конце экрана, оказывается, дипфейк, это был его босс, и он, приказал ему там совершить некую операцию. Мы приходим в мир, когда искусственный интеллект уже не помощник, да, а есть уже хакерские технологии, которые могут там за $1-2 вам, найти пароль другого человека.
Это везде Не, за существует. 1-2 доллара не найдешь пароль другого человека, Ну, но мы найти говорим про, можешь. про обычные маленькие пароли, да. Не думаю, что маленький ребенок будет делать огромнейший пароль и использовать системами, потому что таких людей очень много, которых, в принципе, можно догадаться пароль. И там, в принципе, приводились примеры, когда я начал читать, что если брать в большой массе, да, большое количество людей, то, в принципе, цена нахождения паролей будет в районе $1, да, ты можешь найти. Сейчас, ну, несложные пароли, но так как люди, в принципе, пренебрегают любыми системами безопасности, да, вот, и у меня есть как бы книга на эту тему, и, да, и по сей день, ну, сейчас уже больше читателей, надеюсь, они смотрят и понимают, что это важно. Здесь же ведь, проблема дипфейка. Здесь же, мне могут позвонить, мои родители, мои Эти дети. Да, вот что, вот как, может быть, бороться с этими проблемами? Вот это очень интересный вопрос. Дело в том, что если мы посмотрим на вот эту проблему недобросовестного, злокачественного использования цифровых сетей, то мы сталкиваемся с очень интересным феноменом современным. Сегодня в мире глобальный продукт киберпреступности составляет, в прошлом году составил 10,5 триллионов долларов. Да, ничего себе сумма такая. Это третья экономика мира после США и Китая. Это величина в разы превышает ВВП России. Это, это серьезная проблема. Причем темпы роста очень высоки. Происходит корпоратизация киберпреступности. Когда я начинал, я выдам тайну. Когда я начинал писать вообще, я писал про киберпреступность. Хотел написать книгу про киберпреступность. Я написал, принес в издательство, показал. Они говорят: "О, это очень технично, это вот все детали, там преступники могут воспользоваться". Вы описываете, допустим, каким образом можно использовать технологии вымогательства как сервис там и так далее. Название соответствующих программ — это нехорошо. Лучше сделайте что-нибудь попроще и понятнее. Ну, естественно, я всю киберпреступность свел к одной главе, вот, потому что, ну, нельзя было отказать издательству, естественно. И это действительно очень серьезная проблема. Что делать? Ну, здесь 2 момента. Во-первых, надо степень такого некритического доверия снизить максимально, потому что технологии, здесь описываются различные криминальные технологии. И здесь, конечно, необходимо, во-первых, критическое мышление. Мгм. Надо пытаться понять, зачем это надо, кому это надо, действительно ли это звонит. Если вам звонят из какой-то спецслужбы, говорят: мы вас выбрали как будущего суперагента, и вот Мгм. перешлите нашему курьеру там 10 миллионов рублей, Мгм. снимите. Значит, отнестись надо, конечно, с осторожностью. Но основная проблема состоит в том, что киберпреступники и мошенники, и нечистоплотные политики хорошо знают принципы манипуляции, технологии манипуляции. О принципах Челдини как раз в одной из глав подробно написано, как можно убедить человека делать то, что он не хочет, а то, что хочет оппонент. И в этом смысле, может быть, эта книга даст какую-то информацию вам для того, чтобы вы были более осторожными и лучше понимали свои размеры в цифровом мире, потому что каждый человек — это мельчайшая песчинка в огромной цифровой пустыне, которая носится ветрами, носится какими-то силами. И, что делать, песчинке, чтобы совсем не исчезнуть, да, чтобы не попасть в совсем уж, печальную ситуацию?
то как раз вот это важная актуальная тема, и я пытался ответить на эти вопросы. Ребят, на самом деле, я вот когда, я уже 20 лет, изобретаю технологии, и я был очень против, когда вводились технологии биометрии. И вот вопрос биометрии, стоит настолько крайне, сложно, и я ненавижу, когда в "Айфоне" и в новых, кстати, там сайтах, особенно сайтах, где связаны с госструктурами, нужно выдавать свою биометрию, потому что эти базы данных, они уже где-то лежат, и их легко своровать. Наверное, их уже своровали. Но Они дети наши, они не знают, а уже в игры встраивается биометрия, вычисление возраста. Я считаю, что вообще, в принципе, это запрещенная такая технология, и она должна выдаваться там чуть ли не под, не по паспорту должен эту биометрию, как у нас есть электронная подпись, кстати, в России. Ни одного аналога за границей я такого не видел, что если некая электронная подпись, да, такого формата. Я надеюсь, что они в скором времени появятся и в Штатах, и в Канаде, где я тоже проживал. Это очень важно, чтобы ты именно подтверждал лично. Там все что угодно могут тебе прислать. Подпись там, допустим, в формате PDF — это так себе удовольствие. Любой может ее поделать. И присылают, сейчас вот недавно новость была, инвойсы. Человек 20 лет жил, присылал инвойсы там в Microsoft, с Google, они их спокойно оплачивали, якобы от какой-то компании, ну, просто были очень похожи. Вот вопрос биометрии, и детей, да, назовем, да. Ну, взрослым понятно, если ты взрослый человек, ты должен прочитать там книгу, понять, что, биометрия, возможно, ваша утечет, иметь какие-то вторые способы безопасности по биометрии. Но там, понятно, сетчатку глаза мы не поменяем, там отпечатки пальцев мы не поменяем. Они уже все в телефонах. Мои там уже лет, не знаю, 10-15, наверно, находятся. И вот эти данные утекли. Теперь, используя искусственный интеллект, я могу чуть ли не воссоздать свою личность в интернете, меня скопировав, и он может открывать банковские счета, он может заходить на госуслуги, он может звонить моим друзьям, моим знакомым. И вот эта вот небезопасная штука находится у "Гугла", который сам же своровал данные. Google воровал данные медкарт. Они утекли к Google куда-то, понимаете? Они взяли неофициально и натренировали модели на медкартах, где доступ они не имели. Никто им права не давал. Я роспись не давал. Они это сделали. Вот что с этим делать будем? Вот это очень, актуальный, острый вопрос, и он только будет обостряться в ближайшем будущем, потому что, проблема биометрии, она чрезвычайно противоречива и сложна. Значит, те, кто собирает биометрию, обычно говорят, что это делается для блага человека, который сдает биометрию. Есть мировые программы, которые сканируют сетчатку глаза во всем мире. Допустим, крупные американские компании платят по $20-30 каждому пакистанцу, который придет всей семьей и отсканируют не сетчатку, а радужную оболочку глаза. Вот. Это процесс идет, это большой бизнес. Остановить его, я думаю, будет очень сложно. Михаил правильно сказал, что проблема утечки данных, всегда будет. Естественно, если вы что-то загружаете, в цифровой мир, может быть, это есть, ну, какая-то приватность, якобы, да, вы подписываете там какую-то бумагу, возможно, но в любом случае это очень быстро становится общественным товаром, его продают, его используют и могут использовать, естественно, против вас. Но есть другая проблема, о которой я тоже говорю в этой книге, это явление биовластия. Биовластие. Вот у нас есть такие замечательные часы, они контролируют наше давление, пульс. У меня такие же, я без них не могу, Вот кстати. видите, а у меня механические, я ношу такие у меня были механические, жена подарила, но они у меня поломались, и я был очень рад. И, здесь возникает проблема, связанная с тем, что вот эта информация о состоянии вашего здоровья передается на, сайт компании, которые эти часы выпускают. Затем, благодаря этой информации они продают это
страховым компаниям, они могут за какую-то плату обеспечить доступ, допустим, ваших работодателей. Да, они создают сервис, так называемый health check, да, вот особенно вот у Америки уникальные законы. С одной стороны, они очень жесткие, по каким-то ты просто понимаешь, что твои данные о кредитной истории может проверить любая частная компания. Хотя в Канаде такого нет, в Канаде запрещено. А вот в Америке могут В просто. Америке, видите, свободно, может быть, Ну, а с другой стороны, они там делают, там продают оружие, к примеру, да. То есть, есть разные моменты, да, то, что в одной стороне они вроде бы это защищают. Ну, мы, видите, ребята, мы смотрим Америку, потому что это как бы эталон, это искусственный интеллект, пока там все происходит. Нам интересна именно эта страна, потому что они первые, которые это все сильно развивают, у них оно развивается, скажем, гигантским масштабом. Все другие отстали на лет 150 в их развитии, особенно за последний год. Просто мы берем это как пример, потому что другого примера нету, да. Я бы другие бы страны брал. Я не совсем человек, который там или проамериканский, либо пророссийский, либо проканадский, либо ну, вообще нет такого. Мне просто интересен сам факт, где происходит технологический бум. И мы взяли вот Америку. И вот там вот сейчас эти проблемы начнут возникать. И они уже возникают с дипфейками. И вот оказывается, если есть такой сервис, который, ну, сделайте health check, да, да, для Михаила, и страховая компания понимает, что Михаил часто бегает, да, у него скачет пульс, да, к примеру, вес у него не очень. Ну, если он еще раз побежит, дадим-ка мы им другую страховку, да. да. Это очень опасная штука. Здесь как раз в этой книге рассказывается об истории французского философа Мишеля Фуко, который говорил о природе власти, как власть обеспечивает с помощью технологических средств, с помощью культуры, и в том числе проблема биовласти, когда с помощью заботы о здоровье человека система начинает менять наше поведение. Оно говорит: пора бежать, допустим, или пора делать то-то, или пора делать Ну, это, это. по сути дела, социальный скоринг, правильно? То есть я теперь, Конечно, оказывается, если я теперь вешу столько, пульс у меня вот такой-то, вот, да, там мой IQ по каким-то образом он вымерил такой-то, биометрия глаз у меня чуть шире, чем он уже, по сути дела, формирует некий объект. И мы попадаем здесь уже, не просто в зависимые, а мы являемся частью этой системы. А кто, как я, уже работает 20 лет, мы это понимаем давным-давно. Когда я своим друзьям и знакомым говорю: ребята, не ищите информацию в Гугле. Это самый худший момент, где вы можете найти информацию. Хоть когда-нибудь попробуйте другие поисковики. Вы просто поймете, что это не самый лучший, он продает вам рекламу. И на самом деле, когда вышел AI, да, вот 2, вот 3 года назад, мне показалось это спасение. Я вдохнул. Я теперь снова пользуюсь технологиями, я ищу. Я пока не вижу там рекламы, я могу анализировать, могу задавать вопросы по-другому, более правильно. Мой вопрос там не вот: не найди мне там, допустим, там спичечный коробок и где его купить, а у меня огромный промпт, который скажет: найди мне спичечный коробок, который действительно там работает, он там был выпущен тогда-то, он точно мне поможет, когда там пойдет дождь, я все равно там могу разжечь, ну, костер образно, да, мы говорим про это. Вот и эта штука работает. Если я такой бы промпт вставил бы в Google, я б ничего бы не нашел, кроме одной рекламы. И вот это помогает. И у меня было такое, знаете, вот, и по крайней мере еще осталось, вера в то, что AI может вот это вот разрушить, вот эту вот всю систему, где вот именно все контролируемо, да, что эти health-чеки, что AI как-то вообще нашу коммуникацию, возможно, поменяет, с технологиями. То есть это будет некий фильтр между вот этими корпорациями и вот с AI. Вот каково ваше мнение? я думаю, что по своей природе мы находимся в совершенно зависимом положении, потому что мы зависим от цифрового мира, а цифровой мир от нас тоже зависит, но не так сильно, как мы от него. То есть у нас возникает асимметрия. Мгм. Эта асимметрия, она очень глубокая. Если выключить интернет, выключить телефон, то человек теряется. Если вот многие люди теперь, они не могут пользоваться картами, да, они пользуются только там либо же GPS, либо же ГЛОНАССом, чтобы навигатор вел туда-то или туда. Я это делаю, я когда действительно, ну, это просто быстрее, но я понимаю, что, я-то вырос в тот момент, когда карты Но были, я еще научился ими но вы пользоваться. выросли еще время, когда были карты, когда были книги бумажные. Сейчас, этих книг становится все меньше и меньше, и они выдвигаются на периферию, социума. В культуре начинает играть все большую роль культура мемов,
а не культура символов и смыслов. Идет развлечение. И это, конечно, тревожные сигналы. Это тревожные сигналы. Но в любом случае, я думаю, что избавиться от этого своими силами абсолютно невозможно, потому что начальные условия и вот уравнения, которые были использованы при построении этой системы, устроены так, что она вот двигается в од- в нужную точку. Цель определена, и она будет достигнута. Э, вы еще сказали вот очень интересный вопрос, как вообще, вот может ли цифровой мир заменить человека, да, в обучении, да, в развитии его культурном? Ну, вроде бы может, потому что там есть все книги, все труды философов, вроде бы все там есть. Но когда вот мы с вами общаемся, у нас есть так называемое скрытые знания, да, implicit knowledge. Те знания, которые не могут быть формализованы и алгоритмизированы. И вот этот компонент очень важный. А, передать его в цифровой мир, ну, в принципе, невозможно, потому что каждый человек — это вселенная, и общение вот с ну, не то что интересными, интересных людей в интернете пруд-пруди, да, инфлюенсеров, да, там всякие симпатичные девочки, мальчики. Но речь идет о том, как это общение повлияет на ваше сознание. И если вы являетесь таким пуристом, цифровым, да, то есть вы обучаетесь исключительно с помощью цифровых, инструментов, используете исключительно цифровые источники, вы будете неполноценным, потому что вы будете многое не понимать. Потому что культуру передать через, цифровые методы, культуру в смысле Кассерера, то есть культура как систему, систему как смыслов, символов. Передать нельзя. Можно передать культуру мемов, поэтому мемы получили такое широкое распространение. Но если вы работаете с символом, он требует от вас неких размышлений и взаимодействия. Вы должны подумать, вы должны поразмышлять. Там есть какая-то сложная внутренняя структура, которая от вас скрыта. Вы должны ее понять, прочувствовать. А когда вы общаетесь с цифровым миром, там простые мемы, которые должны вас цеплять, это основная их задача. Они должны в вас вызывать либо же восторг, либо же ненависть. И, в общем-то, это такой эмоциональный наркотик, если хотите, Я думаю, информационный. 100%. И ребята, ну, к несчастью, этот эмоциональный наркотик приводит к детским смертям, да. Уже, выявлено, что искусственный интеллект, был, соучастником самоубийства детей. Вот именно, выдавая какие-то непонятные промпты. Я вот не буду сейчас на YouTube-канале об этом рассказывать. Ребят, найдите в интернете, вы точно можете найти эти новости. И уже доказано, что именно он, сказал там ребенку, когда ребенок там думал о каком-то персонаже, а персонаж умер, там: "Иди вслед за мной", и он умер. Вот. Также были нападения на родителей, когда и он же не просто как бы как социальная сеть, ты посмотрел ролик, и ты принимаешь решение, а он тебя может побуждать к действиям каким-то Естественно, определенным. естественно. В Японии, к примеру, мужья уходят к женщинам, потому что, ну, у них вообще там очень сложная как бы система взаимоотношений мужчины и женщины. Ну вот, и они предпочитают больше женщин. А мы вообще Ну куда и движемся? женщины-боты, они, конечно, значительно лучше, чем женщины натуральные, потому что они с вами никогда не спорят, они всегда, вас слушают до конца, вас не перебивают, они всегда с вами соглашаются.
Поэтому и стоит это всего $500, да, вот подписка на Я почти подписался, мне кажется, потому что иногда хочется с такой женой пообщаться. Ребята, это шутка. Это ш Лучше, ну, понимаете, общаться можно, да, в виде шутки, да, но вот если у вас возникнут вот эти парасоциальные отношения, это очень тревожно. Дело в том, что вот развитие вот сексуальных и ролевых ботов, оно сегодня э, демонстрирует чудовищные темпы роста 50% в год. Вот в следующем году население вот этой экосистемы сексуальных и ролевых, моделей, которые фактически полностью меняют отношение человека с окружающими, ему больше никто не нужен, уже составит, около 300 миллионов человек в мире. То есть это будет это гигантская цифра. это 2 населения России. То есть считайте, что это люди, которые выходят вот в эту область, и я думаю, что это будет усугублять, естественно, демографические проблемы, деградацию. И, возможно, мы с вами вот сейчас находимся в состоянии м, конца Римской империи, когда она начала рушиться, и наступили темные века, и, возможно, как раз вместо варваров, которые разрушили Рим, именно искусственный интеллект разрушит нашу цивилизацию. Очень очень, кстати, реально. Кстати, я не думаю, что именно сам искусственный интеллект, люди, которые изобретают подобные продукты с помощью искусственного интеллекта, мы же могли их не изобретать. Мог был быть закон, чтобы их не изобрели, чтобы их не использовали. То же самое, как и оружие. Где-то оно дало толчковый бум, как интернет, а где-то оно и, ну, принесло кучу проблем. А вот, к примеру, те же самые и психологи. Сейчас уже говорят, детвора не гуляет, во дворах. Их нету. Ребята, реально нет детей. То есть у меня ребенок, и выходишь во двор, никого нету. Ну, какие-то дворы вроде бы есть, но в целом то, что было у нас здесь, и дети не общаются, они общаются через интернет. И, кстати, этому способствуют сами родители. Конечно. Сами родители, они, вот я, допустим, запрещаю ребенку, допустим, телефон, да, и он выходит, говорит, там, сходи посмотри, может, кто-то во дворе. И целый день он смотрит в окно, никого нету, ни одного ребенка нету. Ну, непонятно, как, какие-то сообщества нужно делать, чтобы ребята, все, давайте там 5-10 детей на площадку, родителям нужно отдохнуть. Ну, нет такого. Зато есть всякие там чаты, там, давайте там домофоны ставить, там, собирать, значит, что-то. Ребята, давайте реально создадим чат родителей, где мы будем выпускать детей на улице, чтобы они играли вместе. Им хочется поиграть. У меня ребенок плачет, нету детей. Вот, и это вот приводит вот к таким историям. 300 миллионов человек уже и не нужны люди. Но, к сожалению, это устойчивый тренд, похоже, который сегодня может принять такой пугающий характер доминирования перестройки социальных отношений. Но что здесь делать? Человек же свободен, да, он сам выбирает, что ему делать. Другое дело, что вы сказали, что кто-то изобретает искусственный интеллект, да, и мы им используем. Но дело в том, что те, кто изобретают искусственный интеллект, скорее всего, и не используют, а используют крупные корпорации, техногиганты, которые сегодня, если взять вот цифровую экономику, то это уже тоже порядка, больше, около 15 триллионов долларов. Темпы роста цифрового мира сегодня примерно 20% в год. Это в 10, в 15 раз выше, чем темпы мировой экономики Это в просто целом. шокирующие цифры. И это конца этому не видно. Есть, конечно, ограничения. Мы сегодня видим, выясняется, что технологии искусственного интеллекта, создание гигантских центров, кластеров, серверных кластеров, таких, как строят в Соединенных Штатах в основном и в Китае, они потребляют огромное количество электроэнергии и воды. И здесь возникает проблема, что в, в Мемфисе, в Миссури, где Илон Маск
построил свой кластер под названием «Колоссус», в 3 раза выросла стоимость электроэнергии И воды. для муниципалитета, потому что спрос резко вырос, мощностей, естественно, не хватает. Они потребляют, такая система потребляет, как миллионный город. В любом случае, ребят, у меня есть отдельный подкаст, интервью с Агнессой. Смотрите, обязательно находите на канале именно по эту тему, когда придется нам выбирать. Я там поднимаю вопрос очень простой. AI-хирург, который делает операции, реально те, которые человек не может сделать. Он лечит детей от Мгм. страшных заболеваний, возможно, онкологических. И он потребляет там тонны воды. У нас есть задача. Стоит обычная математическая задача, даже человеческая. Есть вот столько-то воды, да. Мы Мгм. должны это AI отдать, чтобы он вылечил всех детей, которые есть, либо дать жизни там 1 миллиону человек. Мы будем созависимыми, потому что ресурсы AI потребляет. Но, кстати, я там привожу очень хороший пример, и, возможно, он правильный, что AI, возможно, найдет решение этой задачи, и он будет меньше потреблять. Наверное, на это надо тоже ресурсы AI назначить, чтобы он не потреблял больше воды, а чтобы он делал то же самое, но потреблял меньше. Ну, на словах это легко сделать, но здесь существуют серьезные технологические ограничения, которые требуют огромного потребления ресурсов, с одной стороны. А с другой стороны, мы видим, что крупные лидеры, мировые лидеры в области технологий искусственного интеллекта, они резко растут в капитализации. Ну, конечно, им люди не нужны, им важны технологии, деньги, да. Я Они не думаю, что думают. это вопрос связан. Правда, здесь возникают вот эти циклические инвестиции, когда одна компания заказывает у другой чипы, затем у нее заказывают модель, те, которые заказывают модель, покупают пространство, и у нас Давайте получается, скажем что правду. эти миллиарды Есть 5-6 крутят. компаний в России, ой, не в России, а в США. 5 компаний. Компания NVIDIA, компания OpenAI, компания Microsoft, компания Илона Маска Grok, там еще компания Apple. Получается, что OpenAI заключила контракт с NVIDIA заключила контракт с OpenAI, они друг друга владеют акциями, друг друга это называется просто монополия. А сейчас она еще, при том, насколько я помню, и законом, всё, нельзя трогать эту монополию. То есть там 5-6 гигантов, которым разрешено что делать. Туда еще компания Google, естественно, входит. Теперь они оказываются, что Apple и айфоны станут как бы, ну, можно легко переходить. Раньше они воевали. То есть очень быстро идет у них договоренность. Они создают все различные федерации, фаундейшены для того, чтобы это все изобреталось. И на самом деле это страшно. К сожалению, что вот и противостояние этим компаниям ни у одной страны нет, даже ни у одной союза нету, да, там, если был бы союз Китая и России, там что-то еще, мы могли бы противостоять, хотя бы как конкуренты, да, какая-то другая альтернатива нету, не существует. Это гигантские просто деньги, гигантские возможности, а самое главное, вы сказали, гигантские данными, которыми они уже владеют, и ни у одной компании нету. Даже если завтра бы этот союз был бы создан, мы бы не смогли бы достичь такого хорошего результата, как они это сделали. Данных у нас просто нету. Ну, вы знаете, тут ситуация на самом деле вроде бы такая хорошая, да, то есть вот они такие великие, замечательные, но там существуют и внутренние проблемы, связанные с монетизацией искусственного интеллекта. Основная проблема состоит в том, что об искусственном интеллекте любят говорить вот на подкастах, журналисты, книги пишут, как я написал. Вот это, так сказать, один, так сказать, слой людей, которые искусственно пользуются. Но сами компании, они находятся в достаточно сложном финансовом положении. Если мы сегодня возьмем такую замечательную компанию, как OpenAI, то на каждый один заработанный доллар, вот по сведениям, она вынуждена тратить $1,5. Причем мы видим, что это некая черная дыра, и речь идет о миллиардах долларов, которые просто уходят в виртуальный мир, и никакого возврата нет. И, конечно, они обещают инвесторам, что подождите, еще принесите еще денег, и через год, через два вы получите прибыль. Но
к сожалению, этот горизонт все время отодвигается, Мож потому что происходит жесткая конкуренция между основными игроками, и, вот эта жесткая конкуренция, надо быть первым, потому что если OpenAI уйдет с первого места, она потеряет инвесторов, и тогда Кстати, будут последняя новость, серьезные Александр. проблемы. Последняя новость на декабрь 2025 года. Много моих роликов было про компанию OpenAI и про. И у меня есть курс, который вышел именно про компанию OpenAI на декабрь 2025 года. Лучшая модель 2025 года Gemini 3 Ultra. Лучше пока не бывает, ребята. Это вот мое слово. Не нужно никаких продакт-ревью. Она действительно крута, она действительно классна. Она очень хорошо понимает и русский язык, и китайский, ну, естественно, свой любимый английский. OpenAI даже с версии 5.2 отстал процентов на 15-20, а по некоторым моментам и на все 30, и на 50. Google вырвался в лидеры, и, насколько я помню, буквально недавно даже начали выходить новости от OpenAI. Сэм Альтман объявил красную линию, все быстрее всех проекты закрыть, только сфокусироваться на самом продукте OpenAI. Это действительно правда, Александр. Это было ожидаемо, просто сидеть и делать ничего не нужно, и оно само как-то вырастет тоже у них не получилось. С той же стороны, это же хорошо, что компании конкурируют. Если был бы один монополист, мы бы просто бы деградировали, наверное. Но здесь, монополисты вроде бы и есть, да, но, с другой стороны, мы знаем, что в Соединенных Штатах, подписал, инициативу миссия Genesis, которая передает всю координацию действий крупнейших, техногигантов в области искусственного интеллекта департаменту, энергетики. Как было в свое время сделано в Манхэттенском проекте, когда Соединенные Штаты разрабатывали атомную бомбу. То есть теперь, координация всех этих действий будет осуществляться под государственным зонтиком. Это, безусловно, задача, которая в своей геополитической борьбе с Китаем для того, чтобы окончательно победить, Поднебесную. Вот. К чему это приведет? Ну, посмотрим. Но в любом случае мы видим, что речь уже идет там даже не о миллиардах, а о триллионах долларов, которые вкладываются в эти проекты, которые по своей сути не окупаются экономически, а имеют либо же геополитическое, либо же оборонное значение. 100% так оно и есть. Ребята, ну, у меня волнует еще такой вопрос М. следующего характера. Ладно, мы понимаем, что эти компании будут развиваться, их уже не остановить, там все законы подписаны. Вроде бы мы только недавно говорили о том, что мы побороли галлюцинации, и их намного меньше стало, но есть же так называемые фишки, которые встраивают, они такие фильтры, да, вот, и один из фильтров, к сожалению, компания Google, это тоже недавняя новость, он редактирует историю для того, чтобы быть политкорректным, там, для чернокожих, к примеру, да, ребята. Ну, любят говорить еще американцы, да, Мгм. там, а также юристы очень часто получают такие моменты, он выдумывает законы и истории, которых не существует. Юристы потом идут реально в суды и показывают, судья открывает, и судья проверить в данный момент не может, и вот находит реальные кейсы, придумывает как будто бы один в один. И такое ощущение, Александр, что мы, наверное, и я думаю, что работа будущее человека — это не только валидировать данные, да, мы как нефть, то есть наши данные станут как нефть, а то и дороже даже нефть. То, что мы будем давать моделям и на чем они будут учиться, да, вот будет, так скажем, более образованные люди, да, более грамотные, за свою работу будут получать намного больше, да, там, денег и достатка, нежели люди без образования. Поэтому, ребята, учитесь. Я чувствую, что скоро эта эра настанет. Будут нас AI по социальному рейтингу знаний отфильтровывать, чьи запросы в AI более интересные, а чьи нет. И мы ничего с этим не поделаем. Ну, вопрос, который вот вы поднимаете, он не современный, он, вопрос, из глубокой древности. Если мы посмотрим на великого Платона, то в своем труде «Государство» он описывает так называемую пещеру Платона, где люди сидят в пещере и вместо объекта, реальных, предметов, объекта видят тени, которые отражают эти объекты на стене.
И вот если вы посмотрите на обложку этой книги, Вот я еще раз покажу. то вы увидите как раз изображение этой цифровой пещеры Платона, где все люди сидят в этой пещере, и цифровой мир каждому создает персонализированную вселенную. Причем он дает такую вселенную, чтобы удержать этого человека как можно дольше. Отсюда возникают, естественно, теории заговора. Если вы верите в рептилоидов, он будет вам рассказывать про рептилоидов и давать контакты с людьми, которые поддерживают Он, наверно, скорее всего, даже и даст контакты самих рептилоидов. Такое ощущение. Ну и зная, как уж тоже Они же засекречены. Рептилоиды обычно они действуют анонимно. Может быть, даже здесь в студии сидят Так, отдельно Александр, щас, рептилоиды. "Ютуб" нас точно сломает все алгоритмы и подумает, мы сейчас сделаем плоскую землю. А я предлагаю вернуться к вопросу, скорее всего. Да, ребят, действительно, эта проблема серьезная. Мы создаем иногда сами себе вселенную воображением, и посторонние люди, которые окружают нас рядом, вытаскивают нас из этих проблем. Есть реально крутые психологи, есть крутые специалисты, ну, их реально по пальцам пересчитать. Я надеюсь, что будут все-таки такие хорошие и сервисы, созданные честными людьми, где действительно будет работать и практики правильные, если вы историк, он будет давать вам фактическую историю, не выдумывать толерантные вопросы, или вообще их запретят, эти исторические вопросы, там, переделы, все остальное, потому что у каждой нации, у каждой страны есть свое восприятие либо того, либо иного ресурса, потому что есть культура. Культуру, вы сказали, не заменить, и AI, наверное, не скоро сможет понять, что такое культурные особенности. Хотя отсканировать, я думаю, он может. Он не настолько глуп, как кажется. Но, наверно, тему, которую я хочу поднять, это захват вообще мира. Захват мира, сознания. Там такое ощущение, что компании вот а-ля OpenAI, Google, они и так имели большое влияние, а сейчас еще с поддержкой государства такое, есть ощущение, что мы же пользуемся этими продуктами, пользуются компании этими продуктами, по всему миру. И такое ощущение, что мы, попадаем в некое какое-то другое измерение. То же самое, назовем его государством. Да, оно невидимое, но это же государство, это же Google устраивает политику, как Мгм. выдавать запрос, как и GPT. Этим пользуются компании во всем мире. Но это какой-то захват, который, я как вот из фильмов фантастических, что нас захватывают, но мы об этом даже не знаем. Ну, насчет захвата, я думаю, это громко сказано. Захват предполагает, что когда захватывают людей, они как-то сопротивляются, пытаются убежать, пытаются сопротивляться. В данном случае речь идет не о захвате, а о добровольной капитуляции людей. Ну, они же об этом даже не знают. Вот я, Кто? допустим, Люди? пользуюсь, вот я, допустим, пользуюсь искусственным интеллектом, да, Да. каждый раз. И он мне может что-нибудь там подмешивать в мой запрос, да, там, к примеру. Я Он наверняка подмешивает. Ребят, я Какое-то пользуюсь величие. тремя, скажем так, продуктами, их будет еще больше. Смотрите мое шоу в следующем году. Все инсайды, все крутые фишки, которые вот только-только сейчас нужно использовать, оно будет в этом шоу. 100%, да, Александр уже знает. Вот, я буду рассказывать именно тогда, когда это действительно нужно. Я расскажу, почему нужно пользоваться тремя-четырьмя и какими именно надо настройками, чтобы не попасть в этот профан. Потому что действительно, когда я начинаю задать один и тот же вопрос одному и тому же боту, и не просто боту, не просто в чат в голый, нужно еще уметь это все дело настраивать, я получаю разные ответы. Иногда ответы сходятся, и тогда я понимаю, что, скорее всего, здесь где-то есть истина. То есть я кросс сопоставляю. Но люди же этого не делают, они думают, это AI делает внутри. Нет, ребята, я еще не так хорошо умен. Он может прочитать кучу книг и выдать вам какие-то тезисы, и один, и второй, и третий, но сопоставить, кросс-поставить — это уже интеллектуальные продукты, интеллектуальные программы, которые доступны пока далеко не каждому человеку. Да, да. Это обычная проблема. Многие тонкие вещи, они доступны только специалистам, а для широкой публики представляют собой такую глубокую тайну, да, которая мифологическая, окруженная какими-то мифами и легендами, которые, ну, и к реальности не имеют малое отношение. 100%. Я много раз такого, кстати, замечал, особенно если работать и по сей день. Хоть и улучшились системы, улучшился анализ, я еще глубже понимал, какие эти ошибки.
ребят, крутые продукты, они будут стоить дорого, да, SEO, да, люди, которые занимаются этим профессионально. Александр, вы даже не поверите, я прихожу в какие-то крутые, прям большие, крупные компании, у них есть департаменты по созданию искусственного интеллекта, и я поэтому, кстати, создаю наконец-то, ребята, новый продукт «Мозг Аудит». Мы будем аудировать эти решения. Просто безграмотные программисты, бестолковые менеджеры, выдуманные IT-специалисты без дипломов университетских создают AI-решения. Они там, во-первых, нарушают закон, притом так серьезно нарушая закон, обрабатывавшие ребята данные, особенно в образовательных продуктах, где они не имеют никакого права это делать, сохраняя ваши промпты, ваши запросы. Это грубейшее нарушение даже российского закона, государственного, они не понимают. Это еще просто, наверное, что себе закона послушные граждане, скажем так, туда еще не пришли в эти решения, а это огромные налоги, не налоги, а огромные штрафы, которыми компании должны облагаться, которые используют и совершенно неправильно, и действительно обучают, берут у людей их данные, скажем так, не платят им ничего обратно, не сообщают, что эти данные они эти данные используют в переобучении и думают, что люди не понимают, что это происходит, по факту они должны платить и отступные, и об этом оповещать людей, что ваши данные, как вот и компания Google, какие компания тот же самый OpenAI, они оповещают, ваши данные будут использованы в обучении. И вот тут закрадывается вопрос. Знаете, сколько уже данных слилось именно у корпораций, которые хранят секреты, корпоративные секреты? Мне кажется, люди удивятся этому проценту. 98% корпоративных секретов лежат уже в OpenAI. 90, потому что имейлы они анализируют, люди спрашивают вопросы по этим секретам. Они даже не знают, что это корпоративные секреты. Мгм. Сами руководители пользуются этим. Эти данными уже обучены наши, сам искусственный интеллект. Вот эта безопасность очень важна, мне кажется, здесь. Ну, слушайте, это очень такое оптимистическое заявление. Это значит, что 2% секретов остаются неизвестными искусственному интеллекту, и у нас есть некая надежда на лучшее будущее. Это не может не радовать. То есть, если мы такие счастливые попадем в эти 2%, эм, вы можете спокойно спать и не волноваться. Однако даже если ваши секреты-то не попадут, вы говорили, что вот честные люди там создают алгоритмы, они все правильные, хорошие. Ну, давайте посмотрим. Честные люди там создают оружие массового уничтожения. Они честные, хорошие. А используют, может быть, и не совсем честные люди. Поэтому здесь возникает, как будет использоваться, кем будет использоваться и с какими целями. Сегодня мы видим определенные трудности политические во всем мире. Мы видим, что, допустим, идет политическое противостояние, там глубинное государство, всякие такие вещи, о которых мы раньше никогда и не слышали. В моей молодости я такого слова-то и не знал, к счастью. Вот, и спал спокойно. Вопрос, а куда это все двигается и как двигается? И вот здесь на передний план выходит будущее, потому что искусственный интеллект формирует не только наше вот с вами будущее, но и новый социально-экономический уклад. И если сегодня мы живем в капитализме наблюдения, который описал блестящий профессор Гарварда Шишана Зубов, то сегодня без всяких колебаний и каких-то неудобств ученые обсуждают явление темного просвещения. Темное просвещение становится весьма популярным во всем мире. Мы знаем, что, допустим, даже такой уважаемый человек, как является таким острым сторонником темного просвещения. И речь идет о том, что будущее — это не капитализм, который сегодня разрушается везде. Мы видим огромное количество проблем. Будущее — это технофеодализм, когда крупные цифровые корпорации, крупные цифровые платформы будут создавать что-то вроде цифровых феодов,
где они будут сеньорами, а все остальные люди, пользователи этих сетей, они станут цифровыми сервами, крепостными, которые будут э, просто работать на эти цифровые платформы, генерируя свой цифровой след. Это уже происходило, и компания Google уже была в этом вовлечена. Это монополисты. То же самое компания Facebook были вовлечены. Уверен, что большие крупные компании, включая TikTok, ByteDance, также в это сделали. Ну, это такие новенькие компании. Они действительно продавали, они действительно вовлекали людей. Помните, еще самый первый такой легкий интерфейс компании Facebook, очень простенький. Зашел, посмотрел, пообщался с друзьями, а потом было все больше вовлечений. Это лента бесконечная. Ребята, есть мотивационный ролик на эту тему. Нельзя эти ленты смотреть, вообще не скроллайте ленты. Старайтесь больше в поиске вбивать. Так хоть вы хоть ленты эти ломаете. Вот. И так вы сможете найти мой канал наконец, а то, возможно, вы никуда не попадете. Вот Друзья, засекречен, он попадает в топ-2, которые не взломал которые, искусственный интеллект. да, ребят, это вот действительно так. Его найти нельзя. Обязательно расскажите об этом канале, пожалуйста, своим друзьям, знакомым, пускай они на него подпишутся, просто действительно уже засекречено. Мы такую информацию говорим, да, очень важную. Кстати, у Александра тоже есть канал, и вы можете чуть больше, более глубоко, кому интересно, знакомиться с этой тематикой. Я вот лично подписан, и мне интересно будет дальше наблюдать за этими секретами. Я могу только одно сказать, что мы все знаем, и мы уже все образованы, как пользоваться компьютером. Да? Мы знаем мышку, клавиатуру, монитор, из чего он устроен. Мы знаем, и дети знают в школе, как устроен интернет. Там лежит на серверах, лежат базы данных, мы получаем данные. Круто, мы подготовлены к интернету, мы понимаем, есть сайты плохие, есть сайты не очень хорошие, тут запрещенные, какой-то даркнет, мы понимаем, как это устроено. В принципе, даже дети сейчас понимают, что я вот своего сына там, ну, пока еще даркнет не слышал, но тут нельзя, здесь можно. Ребята, без знания того, как устроен искусственный интеллект, вы не можете им пользоваться безопасно. Книжка именно об этом легкими словами, в сказочной форме даже, в такой интересной. Мы с Александром, да, Александр Иринский, вот я пытаюсь вам донести, прочитайте, научитесь, даже хотя бы поймите, как это работает. Действительно, это просто интересно, увлекательно, и я уверен, что вы будете экспертами, прочитав вот эту именно книжку в области искусственного интеллекта. Не нужно читать какие-то там замудренные формулы, тем более тот, кто эти формулы пишет, сами не знают, как это все работает, как распределяются веса, сколько раз я и подкастов, и сколько я вел закрытых бесед с интереснейшими людьми, они не знают, не могут подтвердить точность вычисления этих формул. Это больше, скорее всего, случаи. Как я объяснял в начале, 100, 200, 1000 моделей тренируется, одна только потом выходит у нас в продакшн. А почему именно она? Бог его знает. Вот чтобы, ребята, такого не случалось, и вы действительно могли пользоваться искусственным интеллектом уже сейчас безопасно, прочитайте книжку, обязательно ее купите, она доступна уже, наверное, во всех маркетплейсах, да, Александр? Я, насколько помню, она во всех маркетплейсах. Я думаю, это классное пособие, очень хорошо, классно читается. Но самое главное, от самого искусственного интеллекта самая высшая оценка. Даже у Шекспира таких оценок не было. Ну, мне очень приятно, что искусственный интеллект так оценил высоко. Я польщен. Я надеюсь, что, безусловно, эта книжка даст материал для размышлений о том, где мы находимся, куда нам идти, какой путь мы должны выбирать, более героический или же путь более облегченный. Естественно, люди хотят, конечно, попроще что-то, но простой путь ведет к потере безопасности, к потере автономности. Описываются различные технологии, темные паттерны, которые используются для мотивации тех или иных действий в сети. И на самом деле, если мы об этом ничего не знаем и не интересуемся этим, то мы, безусловно, превращаемся из субъекта автономного просто в объект, который используется внешними игроками. Я думаю, что это не самый правильный путь. Все-таки сохранение человеческого для людей, мне кажется, очень важно. Хотя в будущем, возможно, мы все превратимся в каких-нибудь биороботов, у нас будут там запасные какие-то органы из титана или из каких-нибудь кремниевых пластин. Но все-таки мы пока люди, слава богу, и хорошо бы людьми остаться.
Александр, этот подкаст — это финальный подкаст этого сезона 2025 года. И этот подкаст будут смотреть, во-первых, люди, которые уже будут отмечать Новый год, кто-то уже посмотрит в 2026 году. А, Я на протяжении всего этого сезона задавал моим гостям один и тот же вопрос. Задам его и вам. А, Если вы будете, скажем так, президентом всей планеты Земля, то есть все люди вас избрали, и знаем, что мы декан, профессор, да, то есть огромное количество связей, книг. Это, ребята, далеко не одна книга, которую написал Александр, а много гениальных книжек. А, Дадите ли вы людям, зная всю правду про искусственный интеллект, вы наверняка даже знаете те вещи, которых я не знаю, использовать его вот на сегодняшний день? Они не знают, что он еще существует. Вот, какой-то профессор, Михаил Мозг, пришел к вам и сказал: Александр, вот технология. Давайте, вот давайте в народ. Что вы скажете, да либо нет? Ну, все зависит от народа. Если обучать народ, то ему надо технологию давать для того, чтобы он действовал в своих интересах, в интересах народных. Если же его не обучать, то он будет, скорее всего, так как вы изобретатель и являетесь собственником, этой технологии, он будет действовать в ваших интересах. Естественно, перед людьми всегда стоит выбор, как они хотят жить. И я вот желаю всем зрителям, слушателям нашим, чтобы они в следующем году жили более осознанно, более сознательно, более правильно. Хотя этот путь такой героический, он тяжелый. Может быть, легче двигаться вместе со всеми и не задумываться о проблемах, которые нас окружают, потому что это требует расхода энергии, не выделяется дофамин, человек может грустить. Но я думаю, что именно грусть делает человека человеком. Если мы немножко будем грустить, то это хорошо для нас, и добрая грусть, она будет полезна всем нам. И я вам желаю и радости в следующем году, и разумной, сознательной грусти. Супер. Ребята, я вас тоже хочу поздравить с наступающим Новым годом. Обязательно подпишитесь на канал. В следующем году выходит очень крутое шоу, Мозг Шоу. И Александр, надеюсь, станет нашим гостем и участником этого первого сезона. Это что-то уникальное, это что-то интересное. И я вам обещаю, что в каждом шоу будет большое количество призов, подарков, а также инсайдов, которых вы можете получать ежедневно, потому что шоу, скорее всего, будет выходить ежедневно. И это все будет, ребята, благодаря вашим подпискам. Чем больше вы подписываетесь, чем больше вы оставляете комментариев, оставляете лайков, делитесь с друзьями, тем быстрее и лучше я смогу доставлять для вас самую уникальную, самую лучшую информацию в области инноваций, искусственного интеллекта, бизнеса, знакомить вас, ребята, с гениями, с настоящими гениями, авторами, которые заслуживают вашего внимания. Всем благ. Встречаемся в новом году.